Добрый день! Приготовим знаменитый морковный торт. В нем сочные и влажные коржи прекрасно сочетаются с нежным сливочным кремом. Попробуйте приготовить. Побалуйте себя и близких необычным сочетанием вкусом. Результат стоит потраченных усилий. Сначала подготовлю морковь. 350 грамм натираю на мелкой терке. В миску для замешивания теста разбиваю 4 яйца. Добавляю пол чайной ложки соли. Всыпаю 220 грамм сахара и взбиваю миксером в пышную массу. К яичной массе добавляю 200 мл растительного масла без запаха. И сок половины лимона. Снова взбиваю массу. Просеиваю муку, смешанную с 1,5 чайной ложки соды и 1 чайной ложки корицы. Перемешиваю тесто миксером на малых оборотах. «100 граммов грецких орехов, предварительно обжаренных и измельченных в крупную крошку, всыпаю в тесто. И сразу же к этой массе добавляю натертую морковь. Хорошо перемешиваем тесто ложкой. Выкладываю в форму. У меня форма 24 сантиметра диаметром, застеленная пергаментом. И отправляю выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Мой корж выпекался 70 минут. Высотой он 4 сантиметра. После того, как корж остыл, я заворачиваю его в пленку и оставляю в холодильнике на 12 часов. Прошло 12 часов, достаю корж из холодильника и делю его на 2 части. По всей окружности коржа делаю надрез ножом. В надрез вставляю нить и разрезаю корж. Вот такие коржи в разрезе получились.
Готовлю крем. Взбиваю 200 мл холодных сливок жирностью 33%. Постепенно добавляю к ним 60 грамм сахарной пудры. Сливки взбиваются только хорошо охлажденные. Вот такой сливочный крем получается. В другой посуде смешиваю 400 грамм сливочного сыра и 60 грамм сахарной пудры. Сначала массу хорошо перемешиваю ложкой. Затем совсем немного пробиваю миксером. Теперь нужно объединить обе массы. К сливочному сыру постепенно добавляю взбитые сливки и аккуратно перемешиваю. Крем готов. Он получился пышный. Приступаем к сборке торта. На нижний корж выкладываю половину крема. И разравниваю. Накрываю вторым коржом. Вверх хорошо смазываю кремом, оставив 3-4 ложки крема для украшения. Выравниваю верх торта. Из кулинарного мешка с насадкой звездочка по бортику отсаживаю небольшие цветочки. Также для украшения я использую карамелизированную морковь. Слайсы моркови скручиваю спиральками и укладываю на торт в произвольном порядке. Добавляю половинки грецких орехов. И оставшимся кремом обмазываю бока торта. После обмазки отправляю в холодильник на 3-4 часа. Торт охладился, он готов для подачи на стол. Разрежем и посмотрим, какой он внутри.
Темные коржи очень красиво сочетаются с белым кремом. Торт ароматный, нежный и очень сочный. Приятного вам аппетита!